Приветствую, уважаемые натуралисты! С вами канал ЗУ. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. Подписывайтесь и ставьте лайки. Они помогают узнать о мире животных большему количеству людей. Друзья, вот скажите, вы любите гулять по еловому лесу? Наверное, большинство да. А теперь представьте, что за вами следит сотня-другая глаз. Получается, что вы совсем не одинок в этом лесу. А вообще быть маленьким – это значит быть очень эффективным. Если вы маленький, то вам важна каждая минута. И все ваши действия должны быть отточены намного лучше, чем у крупных хищников. У вас попросту нет права на ошибку. И вот с этой задачей наилучшим образом справляется наш сегодняшний гость. Встречайте воробьиного сыча, очень мелкую сову. Длина его тела составляет 15-19 сантиметров, размах крыльев 35-40, длина крыла всего 9-11 сантиметров, вес 55-80 грамм. Самки крупнее самцов, верх серовато-бурый или темно-коричневый, низ белый с бурыми продольными полосами. Пальцы ног густо оперены до когтей. Воробьиный сыч живет исключительно в Европе и Азии. Он обитает в центре и на юге Скандинавии до полярного круга, в горах Центральной и Восточной Европы, в России, а также в северной части Монголии и Маньчжурии. Воробьиный сычек – оседлая птица, но в холодные зимы иногда перемещается к югу. Молодые птицы также кочуют осенью и зимой, обитает в горных, высокоствольных, преимущественно хвойных лесах. Единственная проблема нашего маленького охотника – это другие совы, которые устраивают ему постоянный буллинг, хотя пернатый лилипут вообще предпочитает с ними не пересекаться. Добывает пропитание он только в сумерках или пасмурными днями, когда другие, большие представители его семейства уже ложатся спать. Кроме периода активности, наш сычек еще и отличается повышенной щепетильностью в вопросах питания. Он не проглатывает добычу целиком, а откусывает по кусочку. При этом воробьиный сычек никогда не ест шкуру и кишечник своей жертвы. Иногда сычек вообще съедает у добычи только голову, выедая мозг и глаза, а остальное бросает. Вот такой вот пернатый Ганнибал Лектор. Кроме того, его имя приобретает еще одну интерпретацию. Ведь воробьев он ест мелкие птички и грызуны, основа его рациона. Благодаря отличному глазомеру и крылышкам, приспособленным к маневрам, наш герой ловит птиц имени себя прямо в полете. А поскольку у микроживотина каждая калория на счету, наш охотник на воробьев предпочитает использовать хитрость. Он устраивает засаду неподалеку от кормушки и ждет подходящего момента, набрасываясь на жертву из укрытия. Ну а если зима выдается урожайной, сычек устраивает запасы. Он находит удобное дупло и укладывает туда тела убитых животинок. Эта своеобразная консерва пригодится, если настанут голодные времена. Впрочем, микросова приложит все усилия, дабы запасы не пропали. Еще во второй половине зимы самец начинает приглядываться к девушкам-соседкам и зазывать их к себе в гости. На чашечку чая с замороженными мышками. Ну а дальше дело техники. Показать ей свое уютное холостяцкое дупло, в котором можно организовать моногамную ячейку общества. В скором, после первого свидания времени, самочка отложит от 2 до 7 яиц и примется их обогревать своим женским теплом. Ведь
ведь за окном далеко не май месяц. Все обязанности по кормлению семьи лягут на воробьиного самца, и вот тогда-то и пригодится его кладовая. Снабжать жену придется целый месяц, а потом нагрузка на самца еще увеличится в несколько раз, ведь на свет появятся новорожденные микродетки. Однако уже к 10 дням после рождения молоденькие сычики становятся достаточно развитыми, чтобы противостоять минусовым температурам без помощи родителей. Поэтому папа и мама начинают охотиться по очереди. К началу лета воробьиная ребятня начнет самостоятельную жизнь. У молодой птицы птенцы могут появляться в возрасте 9-10 месяцев, но окончательной половой зрелости они достигают в 1 год, а средняя продолжительность жизни у воробьиного сыча целых 15 лет. К сожалению, популяция сов-лилипутов сокращается вместе с хвойными лесами, а в Беларуси он вообще занесен в Красную книгу. А как вы думаете, кому проще охотиться, крупным или мелким хищникам? Напишите в комментах. Становитесь спонсорами проекта всего за 99 рублей в месяц. Этим вы поможете популяризировать зоологию, что очень важно в современном мире. Также обращаю ваше внимание на то, что у нас появились дизайнерские брендовые футболки от канала. Приобрести их можно по ссылкам в описании к видео. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии о том, какого бы животного вы хотели бы увидеть в следующем видео, и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает развитию нашего небольшого сообщества. Подписывайтесь на наши паблики по ссылкам в описании к видео. Там много интересного. С вами был канал о животных ЗУ. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. До скорых встреч!